Добрый день. Итак, начинаем съемку видео о настольном шаблоне левши. Я отправляю обычно чертеж, как его изготовить, поэтому не буду подробности излагать. Это видео позволит нам сосредоточиться и познакомиться с назначением и правилами использования этого шаблона при освоении письма левой рукой. Изготовление шаблона. После изготовления шаблона на листе бумаги формата А3 его желательно ламинировать. Вот он в таком виде. Он гораздо дольше сохранится и дольше прослужит. Да, до ламинирования вы отрезаете вот этот уголок. И после уже изготовления можно для удобства сделать вот такой двухсторонний скотч. Здесь подвернуть 2 раза на концах и таким образом закреплять шаблон на столе. Сразу при закреплении шаблона совмещаем вот эту срезанную часть с краем стола. Размещаем. Вот он уже не движется. И удобно перемещать бумагу, которая будем располагать на его рабочей плоскости. Что еще? По исходному положению нужно усаживать ребенка напротив, чтобы вот эта стрелка показывала на середину груди. Это связано с тем, что вот эта стрелочка, также к ней мы перемещаем, к началу этой стрелки мы перемещаем рабочую строку, где мы будем работать. Итак, мы имеем закрепленный рабочий настольный шаблон. Теперь познакомимся с его строением, чтобы знать, что же мы здесь, как мы на нем будем работать и для чего. Здесь вот находятся расчерчены различные зоны, чтобы понять, как с ним работать. На шаблоне предусмотрено использование, он как бы универсальный, предусмотрено использование листа формата А4. Это чтобы было понятно, я сейчас вот так вот размещу. То есть это вот поле для листа А4. То есть вот мы укладываем так лист и следим за тем, чтобы та рабочая строка, в которой мы работаем, начиналась где-то в районе вот этой стрелки. Соответственно, заполнив одну строку, мы перемещаем лист вверх, совмещаем конец этой следующей рабочей строки со стрелочкой, работаем дальше. И так до заполнения всего листа. При использовании учебной тетради у нас используется зона, обозначенная вот здесь штрих-пунктирной линией. Это как раз линия, которая обозначает размер тетради. Только она здесь вот побольше чуть-чуть получается, потому что за счет того, что у нас на разных страничках тетради поля справа или слева, то есть мы здесь вот провели еще линии дополнительные к штрих-пунктирной линии. Это на ширине учебных полей тетради. И, соответственно, если мы укладываем тетрадь, вот, на которой будем работать, это левая сторона тетради, мы совмещаем поле тетради с красной линией вот здесь на шаблоне, ставим. И если у нас это другая ситуация, если это правая часть тетради, то совмещаем вот с этой красной линией. В любом случае у нас еще у шаблона есть вертикальная ось симметрии шаблона, на которой у нас должен находиться локтевой сустав. И вот
здесь сделано так, что у нас тетрадь в любом случае, у нас локтевой сустав находится как раз на продольной оси симметрии либо листа А4, либо при совмещении вот этих полей примерно по оси симметрии листа учебной тетради. Что нам дает вот эта ось симметрии? Я пока не буду подробно рассказывать. В следующих видео мы посмотрим, разберем такое понятие, как геометрия письма. Но в целом скажу, что размещение ось симметрии предназначено для того, чтобы она давала ориентир, где должен располагаться локтевой сустав. Потому что у нас заполнение рабочей строки происходит из одной точки. Вот у нас локтевой сустав мы расположили, приняв исходное положение на оси симметрии. И, соответственно, это позволяет нам работать в одной строке, не перемещая руку. Это снижает усталость, снижает напряжение, повышает работоспособность обучаемого. Это вот, и, соответственно, вот это расположение, это я называю понятие как геометрия письма, то есть у нас все время перо авторучки будет находиться в зоне рабочей строки. То есть и вот буквально из одного положения мы работаем с одной рабочей строкой. Двигаясь по рабочей строке, движение по рабочей строке обеспечивает переставление предплечья по вот такому вот сектору. Вот предплечье у нас движется вот в начале строки оно так, в конце строки оно где-то будет вот здесь. Все остальные движения мелкие, там, когда мы передвинули предплечье, где-то 2-3 сантиметра, 4 мы заполняем за счет вот поворота, небольшого поворота кисти руки в запястном суставе и с помощью мелкой моторики пальцев. Что же дает настольный шаблон левши? Он дает следующее. Выполнение рекомендуемого размещения за настольным шаблоном левши позволяет леворуким писать правонаклонным почерком. Тем почерком, которым пишут миллионы и миллиарды праворуких. Шаблон и правильное размещение за шаблоном позволяет визуально контролировать зону письма на всем протяжении рабочей строки. Позволяет обучаемому визуально контролировать все движения ведущей руки. Еще лучше будет, если шаблон будет располагаться не на горизонтальной крышке стола, вот как у меня, а как это рекомендуется вообще в начальной школе. Вот в настоящее время эта рекомендация говорит о том, что наклон крышки стола при письме должен порядка 15 градусов. Это существенно поможет осваивать письмо на начальной стадии обучения. Шаблон нам дает то, что мы избавляемся от проблемы размазывания написанного и грязной руки. Избавляемся от крючка, который как раз является причиной вот этого размазывания. То есть, когда крючок — это инвертированное положение кисти руки. То есть, когда кисть руки располагается не ниже строки, вот как у нас мы будем обучаться, а именно сбоку где-то или, может быть, выше. И вот когда по написанному рука движется и все размазывает, и текст, и строка пачкается бумагой, и рука пачкается. В общем, шаблон, вот такой способ, позволяет от всех этих проблем избавиться. Мало того, еще этот способ письма, мы вот будем разбирать это позже в других видео, он буквально избавляет от мучения. Потому что вот эта изогнутая рука, крючок, это лишнее утомление. Потому что в момент сгибания кисти руки вот здесь вот постоянно напряжены мышцы. И рука постоянно устает. Но это мы рассмотрим в следующих видео.
Мы еще в следующих видео рассмотрим, какие же необходимы навыки, чтобы эффективно осваивать правонаклонное письмо. Рассмотрим определенные упражнения, которые необходимы для выработки этих навыков, и как развивать у ребенка навык самоконтроля во время работы графической либо письменной. На этом видео завершено. Всего доброго. Удачи.